Всем доброй ночи, друзья мои. Этот сильный ритуал, это на самом деле маленький ритуал, но сильный, как и все мои работы, впрочем. Почему я отмечаю сильный, очень сильный? Слово «сильный» уже должно вас настораживать, что это ритуал непростой, что нужно подходить к этому ритуалу обдуманно. Если вы считаете, что он вам пока не нужен особо, не так уж необходим срочно, значит, выберите что-нибудь другое, потому что сильные ритуалы, они уносят много энергии, но они быстро срабатывают. Сильные ритуалы требуют ответственности. Если вы сделали какой-либо там ритуал, ну, скажем, средней силы, что-то неправильно прочитали, он может просто не сработать. Ритуал, который сильный или очень сильный, он требует ответственного подхода. Один раз вас простят, второй раз вас простят. Но если вы постоянно будете трогать работы, к которым вы еще не готовы, и уж тем более ритуалы возмездия или справедливости, если вы чувствуете хоть каплю своей вины, вы возьмете это, проведете, это ударит по вам. Некоторые люди меня обвиняют в том, что вот вы даете такие работы, мстить кому-либо. Я еще раз говорю, каждый узнает себя. Если человека обижали незаслуженно, он понимает, зачем такой ритуал нужен. Он понимает, почему надо ставить на место подлых людей. Если человек сам обижал кого-то незаслуженно, конечно, это его настораживает. Он боится, что кто-либо точно так же отомстит ему. И начинает говорить, мол, зачем это нужно, такие вот ритуалы мести и прочее. Каждый защищает себе подобных. Так можно и вычислить, кто есть кто. Человек, который уверен в том, что с ним поступили подло, а он это не заслуживал, он никогда не будет сетовать по поводу того, что почему вы даете такие ритуалы мести. У меня нет работ для простых людей, где есть порча. Я никогда простым людям порчи не давала, не разрешала и всегда объясняла, почему. Портить кого-либо они не имеют права. Потому как им не дан тот разум, то есть сновидение, та способность видеть, что будет в будущем, зрить в душу людям. Нет у них такой способности. Они могут быть хорошие психологи, начитанные люди, разумные, опытные люди, да, прошедшие очень много трудностей в жизни. Вот по своему опыту они могут определять, кто есть кто. Как Валентин Гафт написал, чтобы не доверять, как собака, всем и не попадаться в капканы из-за своего доверия, теперь я решил быть умной собакой и ходить по улицам и вглядываться в лица. Вот умной собакой, да? Не просто доверять и любить, а понимать, кому надо доверять и кого надо любить, и кто заслуживает этой любви вообще. Любовь тоже нужно заслуживать. Когда говорят, да, любят просто так, нет такого понятия. Просто так не любят. Если бы просто так любили, мы бы выходили на улицу и всех подряд любили, обожали, уважали. Но у нас есть определенные предпочтения, даже подсознательно. Если мы открыто не можем это сформулировать и объяснить, подсознательно у нас есть свои предпочтения, как физиологические, так и моральные предпочтения. Мы даже на улице, когда выходим, если нам нужно у кого-то спросить дорогу, как пройти, мы не ко всем подходим. Мы выбираем из толпы того человека, который к нам отнесется с пониманием. Мы подходим, согласитесь, он нас тянет. И мы вот подходим вот к бабушке, к дедушке, к человеку, кому-нибудь. Хотя могут многие проходить, но что-то отталкивает, что-то не позволяет нам именно у этого человека спросить. Значит, мы предпочитаем что-либо в человеке. А вообще в каждом человеке мы видим свои качества, хочу вам сказать. Каждый по себе выбирает себе учителя, наставника. Кумира не хочу говорить. Кумира — это страшно звучит. Люди, которые фанатеют от кумиров, они точно так же предают. Джона Леннона убил кумир. Ой, фанат, извиняюсь, который сделал из него кумира. Нужно ко всему относиться трезво. К религии, к вере, к своему идеалу, к своему мужчине или женщине, если вы мужчиной живете с женой, к своим детям, в них, во всех
видеть и минусы, и плюсы, но принимать их такими и любить. Минусы и плюсы – это не преступление. То есть минусы имею в виду. Это не преступление, это нормально. Мы все люди, у нас у всех должны быть минусы. Если у человека нет минусов, и он слишком идеален, это наоборот настораживает. Теперь, по поводу обвинения, что я даю людям опасные ритуалы, и вот они кому-то отомстят. Еще раз говорю, мои все работы направлены на вселенскую справедливость. Очень редко в моих работах называется имя человека. То есть работа, где нужно имя назвать, что вот именно направлено на такого-то человека. Чаще всего называется враг, вредитель, супостат. Духи лучше знают, им виднее. Если человек не виноват передо мной, до него не дойдет. Вот смотрите, ты стоишь, и в тебя пускают стрелу. Если ты успеваешь увильнуть и вот бьешь по той точке, откуда летела стрела, то ты справедлив, потому что оттуда в тебя стреляли, ты туда пускаешь стрелу обратно. Ты не поворачиваешься и не пускаешь стрелу на соседа. Ты направляешь туда, откуда этот удар идет. Справедливо, да. Тебя хотят оттуда уничтожить, а ты уничтожаешь сам отсюда. Вот если ты возьмешь и пустишь эту стрелу первой, да, тогда ты виновата. У тебя нет морального права и так далее. Но если вам сделали больно, вам развязали руки. Еще раз напомню вам, что если вы хотите, чтобы боги вам помогали, вы должны не лицемерить. Вы должны быть справедливы с собой прежде всего. Многие люди говорят, почему силы мироздания не вмешиваются? Вот меня обидели, а они процветают, живут хорошо, а я вот мучаюсь, никаких богов нету, все это ерунда, все обман. Если бы они были, они бы его наказали. Давайте вернемся назад. Что вы сказали народу, говоря о том, что эти люди несправедливо с вами поступили? Вот отняли у тебя дом, не знаю, обманным путем на тебя повесили целый кредит. Или ты пошла свидетелем, или ты на себя взяла этот кредит, а тебя подруга кинула. И вот приставы пришли, списали твой дом, дачу, машину и так далее. Ты хочешь, чтобы она была наказана. Ты имеешь полное право, и это моральное право, и это правильно. Если мы не наказываем зло и прощаем, мы приумножаем зло. С началом христианской морали «прощай врага своего в мире» стало зла еще больше, 1000 раз. Потому что если человек ведет себя подло, ему это прощается, он дальше это будет делать с другими. Пока не остановить убийцу, он будет убивать дальше. Согласны со мной? Итак, вот тебя, предположим, возьмем такой пример. Вот ты взяла кредит, близкая подруга, вы были близкие друзья, и она обманула тебя, не стала платить тебе, хотя вы договаривались устно. Ты на себя взяла, на свой паспорт, свои документы. Вы договаривались, что она будет отдавать, а она потом нагло сказала, а иди докажи. Я тебе ничего не обязана. Все. Не докажете никак, ни голосовыми, ни смс-ками. Абсолютно никак. Некоторые считают, что на суде можно вот предъявить, вот есть доказательства, да, я должна, но не отдам. Она просто скажет, да, мы с ней так договаривались, потом я не хотела с ней вообще разговаривать, я попросила подругу назначить нам встречу, чтобы мы это все прояснили. А на этой встрече я отдала ей деньги. Все. Найдется такая подруга, которая скажет, да, они отдали, ей отдадут 10 000, и она подтвердит. Знаете, такое, у лжи 1000 свидетелей, у правды ни одной. Так вот, что делать? Вы хотите наказания этому человеку? Замечательно, имеете право. Потому что у вас конфисковали эти деньги, взяли, отняли у ваших детей, у вашей семьи. Может, у вас в семье конфликты случились. Может, муж не знал об этом, и он узнал. Всякое бывает. Вы хотите, чтобы она страдала, как страдали вы. Но что вы делаете при этом? Вы говорите, обвиняете богов. Вот где они, почему они не помогают? Если уж такой вот несправедливость творится, а вы просили, чтобы они вам помогли? Ну, мне же больно, я же вот сказала, что вот ты вот так сделала. И что вы сказали? Бог тебе судья, я прощаю. Когда при людях вы разговариваете, что вы говорите? Я им зла не желаю, пускай,
вот, пусть судьба рассудит, я-то простила, я не плохой человек, я не злой человек, я никому плохого не желаю. Но вот если я виноват, вы отправили посыл во Вселенную. Я не желаю ничего. Вы же не просите. Вы просите силы не вмешиваться. Я простила. Я ничего не желаю. У меня все хорошо. Меня это устраивает. Я смирилась. Все. Как говорится, стоп. И вы говорите, а где справедливость? Вы каждый день проходите мимо ее дома, она новую машину купила, дом достраивает и хохочет вам в лицо. И вы говорите, я не верю в справедливость. Нет справедливости. Если бы она была, вот ее бы наказали. А вы не просили для нее наказания ничего. Вы лицемерите, вы врете, вы в душе хотите, чтобы ее наказали. Но чтобы выглядеть хорошей, доброй христианкой, вы при всех говорите, я не желаю зла, я ничего плохого не говорю, я никому ничего плохого не желаю, ну, Бог есть судья, что будет. Не сетуйте, вы сами сказали, я не хочу ничего, меня это устраивает. Вот когда вы скажете, а вот получай то, что ты мне сделала. Не надо много, вот именно столько, сколько ты мне сделала, разрушила мою семью, отняла кусок у моих детей, оставила нас без дома. Вот получай вот это все на свою голову. И вы увидите, как она накажется. Даже просто от этих слов. Вы отпустите эти силы на волю, вы развяжете им руки. Вы попросили у сил справедливости, и они помогут. Пока вы не скажете, они не будут вмешиваться в вашу жизнь. Силы демократичны. Они не вмешиваются, пока не попросил человек. Теперь, объясняю еще раз. Мои работы направлены на справедливость. Если вы чувствуете, что вы сами довели, допекли, потому что есть подлые люди, которые действительно сами доводят, а потом, когда начинают их бить и пинать, они начинают выть, что вот так вот несправедливо, обижают, понимаете? Поэтому учтите, если вы сами до этого довели, значит, не вздумайте проводить этот ритуал. Потому что по ней не ударить, но вас может наказать. Это уже будет желание, как, знаете, как обмануть суд для обогащения, когда человек приходит на суд и говорит, что вот должны были, и он не отдал, и хочет деньги забрать таким образом. И вдруг находятся свидетели, и действительно там кто-то на камеру снял тайком, что эти деньги тебе возвращали. И что случается за неуважение к суду, за желание использовать суд в корыстных целях, потому что суд – это место справедливости, по идее, а не место наживы. Они могут эту всю технику повернуть против вас. То же самое и Вселенная. Ничего в жизни человека нет просто от балды выдуманное. Все, что во Вселенной, все механизмы Вселенной мы перенесли в нашу реальность. Суд – это показатель справедливости, чтобы справедливость восторжествовала. Но суд – это не место обманным путем наживаться за счет другого. Итак, вот есть люди очень черные. Не в том смысле черные, что они таинственные, внутри них есть тайные знания. Нет, они злобные. И есть такой момент, пришли, похвалили дом. Что-то случилось. Машину похвалили, разбилась. Или чуть в аварию не попали. Пожелали вам что-нибудь? На работе есть такие черные личности. Вот что-то сказали кому-то, с кем-то поссорились. Да чтоб ты вот это вот сдохла. Иногда смотрят в глаза, молчат. Ты говоришь, они молчат. У них странный взгляд. Знаете, что они делают? Они представляют тебя мертвой. Они уже это делали. Они знают, что у них плохой глаз. И если они на тебя в упор смотрят и молчат, это опасный знак. Они тебя представляют больным, мертвым или что-нибудь еще. И у них, вот у каждого человека есть особенность визуализировать, но не у всех это так сильно срабатывает. Ну, например, визуализация, часто говорят самовнушение, визуализация. Если человек слаб, если у него трудности, у него нет времени сидеть, визуализировать, ему нужен результат прямо сейчас, поэтому ритуалы созданы. Но
Есть люди, которые испробовали это в жизни. Они это знают, что у них это срабатывает. Они визуализируют. Вот ты пошла в шубе на работу, они смотрят на эту шубу и представляют эту шубу на себе, а тебя представляют всю в крови. Или вы поссорились, они сказали, да чтоб ты захлебнула своей кровью. Или желчью своей захлебнись, даже если вы не виноваты. И через пару минут вы начали рыгать кровью. Или вы что-то съели и отравились. Или вам стало плохо, вас увезли на скорой. Такие существа есть. И если вы уже не раз, не два видели, что их пожелания ни к чему хорошему не приводят, даже их похвала, вот хвалят тебе, вот ты такая сякая, но по глазам вот этим вот волчьему оскалу видно, насколько они тебя ненавидят и насколько внутри, в душе переводят совершенно в другие русла. И если вы боитесь таких посылов, через интернет вам это сказали, в жизни сказали, тут же в течение одного дня, то есть в течение суток, верните это человеку обратно. Это сработает моментально. Здесь воздействован некий бес или сущность. Но бесом его назвали христиане. Абара. Друзья мои, есть несколько версий. Первая версия – это о том, что когда начали крушить древние храмы и унижать силу богов, которые были оберегами, да, и берегинями, и отцами родов, то они отправили своего лазутчика, шпиона, в этот храм нового бога. Мол, иди посмотри, что там происходит, кто они, что хотят. И лазутчик остался в этом храме, и приходящим потомкам жрецов начал помогать, чтобы эту энергию внутри храма направляли в обратное русло. Тем самым как бы ослаблял изнутри храм. Если бы храм был место святыни, если бы храм был сильный, там бы Абара не поселился. Но хочу вам сказать, что Абара не во всех церквах есть. Есть церкви, есть храмы, где люди были праведные не из-за христианской религии. Просто праведные люди, были праведные священники. Эта церковь была построена на чистые, достойные деньги, заработанные народные деньги. И священники, которые служили там, постоянно делали добрые дела, богадельни открывали, помогали, кормили, сирот собирали, воспитывали. То есть делали добрые дела. И в этих храмах Абара не может селиться. Ему тяжело там быть. Он в этом храме находиться не может. Но в церкви, где все испоганено, испохабано, Абара может жить. То есть это некий лазутчик древних сил, который рушит фундамент и помогает колдунам. Или тем, кого направили колдуны туда, что-то делать. Второй момент, что Абара сделал страшное преступление, совершил против отцов всех богов. И тот начал его искать, чтобы сослать в преисподнюю. И Абара так сильно испугался, что пришел и попросил помощи у христианского бога. Сказал, я буду тебе служить, только меня спрячь. И поскольку духи и древние силы презирали новую религию и не заходили в эти храмы и не вмешивали свою энергию с этими новыми энергиями, то самое лучшее место, куда могли спрятать Абару, это храм. Вот его и спрятали в храме, что якобы туда не доберутся. Но, говорят, бес есть бес, со временем он точно так же начал гадости делать и помогать в черных делах. То есть вот эти все версии имеют право на жизнь, имеют право существовать. Но то, что там есть некая темная сила, которая помогает именно в моментах наказания, это да. Теперь нужно взять черную восковую свечу и эту свечу, вот видите фитиль, вот фитилек, перевернуть. То есть вот этот фитилек оторвать и открыть здесь. Вот таким вот образом. Почему переворачивать свечу? Это знак бунтарства. Во-первых, опять же, несколько объяснений. Первое объяснение о том, что это знак бунтарства против новой религии.
и показывать свою принадлежность старой вере, что я не воспринимаю, все у меня наоборот должно быть, чем у них. И второй момент – это перевернутая сила, энергия жизни. Перевернутая свеча очень издревле. Перевернутая свеча, перевернутые, ну, тогда не было свечей, там просто как бы были такие сделанные факелы, которые переворачивали и зажигали с обратной стороны и прочее. Много различных вариантов. Вот. Жизненная сила человека в обратную сторону. А здесь другой фитилек, который я новый, да, открыла оттуда. Так, закрепляем, ставим сюда и читаем 6 раз. После чего эту свечу нужно потушить, подготовить 6 монет. И на следующий день, можете вечером делать, неважно, вы должны эту черную свечу подкинуть во двор церкви, не заходя. Ну, просто можете проходить там с собакой гулять. Вот нечаянно кинули, как правило, там и погост рядом. Постарайтесь именно кинуть именно где двор церкви. Просто вот или нагнитесь так незаметно вот через эту щель туда выкиньте. А с обратной стороны, откуда вы кинули вот эту свечу, положите 6 монет и говорите: слава Абаре, все сбудется. И не оглядываясь, уходите. И вы увидите, что все, что этот человек вам сказал, пожелал, это все случилось с этим человеком. Абсолютно невзирая на его черную энергию, на то, что он уже привык, что вот так портит, и прекрасно у него это срабатывает, что его проклятия, даже незаслуженные, доходят. Вы будете удивлены, как это сработает. Но это нужно делать в течение суток. Если не сделали, уже не имеет никакого смысла делать. Тут же, пока это проклятие обрабатывается где-то в этих космических сферах, вы быстро возвращаете это назад. Кстати, хочу сказать спасибо нашей дорогой группе, которая страдает фигней. Знаете, они откапывают такие фотографии старые с моих других каналов и из других профилей, которые давно уже слиты. Они же папками сохраняют уже. Ну, 6-7 лет люди, если за мной ходят, понятное дело, что вся моя жизнь в их папках. Иногда я очень ищу, чтобы найти такие подходящие аватары, и не могу найти, к сожалению. Вот куда-то там закрепила, где-то оно есть, и вот не получается найти. И вот спасибо им большое. Они эти аватары находят, и мне приносят огромное удовлетворение этим, потому что, ну, просто вот, как бы, знаете, как вам сказать, вот мои самые великие поклонники, они находят все старые фото, которые мои и которые я не сохранила когда-то, но очень они мне нравились. И вот раз и вижу вот, вот эти старые свои аватары или там сделанные такие красивые фотографии, которые мне когда-то для меня было сделано. И, знаете, вот испытываю большое удовольствие. Спасибо вам большое. Я как раз вот этот аватар и выставлю. То, что вы сохранили. Видите, какой большой толк. Вы служите моей славе и стараетесь день и ночь. Поэтому я вам всегда говорю спасибо. Иногда раз в полгода 500 рублей вам на карты кидаю. Ну, чьи номера знаю. Ну, Шнабаку, например, кинула несколько раз, чтобы она могла кошек покормить. Вот. Итак, поехали. Абара, Абара, почет тебе и слава. Свечу переверну, тебя потешу. А взамен скажу, да и попрошу. И врагов своих по миру пущу. Эй, супостат-вредитель, завистник-хулитель, твои речи да тебе на плечи, твое зло да тебе вдышло. Что мне желаешь, на твою голову вышло. Что мне наслал, пусть ко мне не доходит. Что на мне примерил, твое тело и пусть носит. Мне яму копаешь, самого себя в яму и сбросишь. Что мне отправлено, во 100 крат себе обратно прибери. В огне мучений гори. Все твои слова стрелой обратно полетят. Тебе же и навредят.
Свечу перевернула, Абару потешила. Абара мне свидетель. Ты сам как пожелал, вся вина на тебе. Так пожелал. Извиняюсь, меня забывает. Тут кошка бежит. Вся вина на тебе. Я лишь обратно отдаю. Бери. К себе прилепи. Своим ядом захлебнись. В своей яме и живи. Нима, нима, нима. Это обратная аминь, которая обычно черницы, так называли. Это еще одно направление магии, но я говорила, что именно то самое чернокнижие, которое сказано, это новодел 90-х, хотя замечательно работает. А вот основа, например, русский пантеон нечисти и так далее, основа это именно Чернобог или Чернобог и его свита, которая перевернута под христианский манер. Об этом я потом сниму. Я просто сейчас устала. Итак, еще раз. Абара, Абара, почет тебе и слава. Свечу переверну, тебя потешу. А взамен скажу, да и попрошу. И врагов своих по миру пущу. Эй, супостат-вредитель, завистник и хулитель, твои речи да тебе на плечи. Твое зло да тебе вдышло. Что мне желаешь, на твою голову вышло. Что мне наслал, пусть ко мне не доходит. Что на мне примерил, твое тело и пусть носит. Мне яму копаешь, самого себя в яму и сбросишь. Что мне отправлено, во 100 крат себе обратно прибери. В огне мучений гори. Все твои слова стрелой обратно полетят. Тебе же и навредят. Свечу перевернула, Абару потешила. Абара мне свидетель. Ты сам так пожелал. Вся вина на тебе. Я лишь обратно отдаю. Бери. К себе прилепи, своим ядом захлебнись, в своей яме и живи. Нима, нима, нима. А как откупаться, я вам объяснила. Отправляйте все зло тем, кто сделал. Когда уже договорили, неважно, сколько горела эта свеча, тушите и спрячьте. Возьмите 6 монет и откупитесь так, как я в начале ролика вас научила. Всем удачи, никому спуску не давайте. Лучше пусть боятся и ненавидят, чем считают вас за тряпку и вытирают ноги. Всем всего хорошего.